Во время монтажа видео вышел девстрим по новому апдейту, поэтому в течение видео будет много слегка инородных вставок с дополнениями к уже смонтированному материалу. Jerry, I turn Jerry, around that's it. around, Jerry, put the Jerry, solar Jerry, Jerry, upon Mars. fucking Jerry. Когда вы впервые заходите в любую новую игру, сначала все же пытаетесь разобраться с управлением, щупаете геймплей. Но после какого-то времени, наверное, все же обращаете внимание на то, в каких декорациях все происходит. А в Фоксхолле вас встречает огромный регион, опустошенный войной. Заброшенные дома, машины, трамваи, оставленные вещи, следы работы мародеров и контрабандистов. Всюду палаточные лагеря беженцев, впрочем, тоже пустые. Но тем не менее, кроме городов-призраков, нас окружают и более интересные вещи. Например, сохранившиеся храмы местных солярных божеств, монументальные постройки прошлого, очаровательные цветочные луга, заснеженные леса, тихие озера, раскинутые там и тут. Это здесь. Именно здесь исчез Форестал. Твой друг? Соперник. Он был хорош. Очень-очень хорош. Сеньор, никто еще не выходил оттуда живым. Прошу вас. Здесь, посреди бесконечных руин старых империй и государств, есть, скажем, особые, тайные места, укрытые от чужих глаз. И вот эти вот места как раз дают иллюзию того, что все не так просто в этой игре. И она глубже, чем кажется на первый взгляд. Сиджкемп, в общем-то, сделали огромный мир. И в первую очередь это было сделано, чтобы дать игрокам свободу маневра, дать игрокам возможность где угодно построить свои базы, бункеры. Но в общем смысле это работает против самой же игры. Буду говорить конкретнее. Огромные пустые пространства просто не имеет смысла обустраивать из-за дороговизны застройки. Ну, в том плане, что все это все равно придется саплаить. При этом необходимо иметь там обзор. Время логистических пеших переходов становится просто невозможно долгим. На пустых пространствах нет точек интереса, а партизаны все равно пройдут по Rapid Decay зоне. При всем вышеперечисленном, все это пространство все равно, по идее, дает нагрузку и на ПК игроков, и на сервера. И вместо насыщенных, густо застроенных гексов мы получаем огромные неоптимизированные пустые пространства. Ну и, собственно, вопрос, а действительно ли иметь в игре огромный пустой неоптимизированный мир это хорошее решение? В первую очередь, хорошее ли это геймдизайнерское решение? Игра круто выглядит в трейлерах Steam. Имеет гордую подпись. Все футажи из игры, не постанова.
Визуальный стиль довольно приземленный, атмосфера интересная. Но, несмотря на это, игра оказывается довольно аркадной. В первой же перестрелке, в которую вы вступите, вы поймете, как много здесь игровых условностей и ограничений. Но подумав, я все же хочу выделить несколько, как мне кажется, основных моментов, из-за которых война в игре кажется слишком аркадной и игрушечной. В первую очередь техника. Она имеет ХП и лишь изредка получает повреждения модулей. Починка при этом очень простая, быстрая, и все это приводит к бесконечному стоянию танковых стен с обеих сторон. Вдобавок, при уничтожении ее останки практически моментально пропадают. В нынешний момент укрепления, имею в виду бункеры, пилбоксы, выглядят нелепо и уродливо. Механика их работы заставляет игроков буквально спамить ими. Жизнь отдельного солдатика практически ничего не стоит. Ну, чего стоит 8 бматов, правильно. Что создает общее обесценивание дорогой техники. Ведь толпа болванчиков со стиками все равно стоит дешевле любого танчика, правильно. И работа медиков по эвакуации тяжело раненых просто не имеет смысла. Некоторое оружие невероятно эффективное, но при этом все остальное разнится от среднеполезного до абсолютно бесполезного. Также в игре обилие так называемых карт Тимми среди опций техники и оружия в игре. С последними апдейтами ближний бой стал бесполезным. И это-то, простите меня, в игре про около дизель-панковый интербелл. И общая фокусировка геймплея на отстройке временных респаунов и тотальном засилии артиллерии как будто выключает все остальные стороны игры. Считаю, что соотношение интересного геймплея к неинтересному составляет примерно 1 к 50. Чтобы это показать, давайте попытаемся сформулировать, а какие вообще активности в игре возможны. Первое. Скрафт, крафт, логистика. Гринд ресурсов в целом всегда является самой неинтересной частью любых выживачей, ММОшек и скорее на данный момент является самой времяпожирающей игровой условностью. Общая необходимость и обилие такой механики прямо говорит о полном наплевательском отношении к времени игрока, превращая игру во вторую работу. В рамках Фоксхолла туда же относятся и покатушки на машине. В рамках игры техника слишком медленная. Ой, простите. Плюс дороги на карту ставят от балды в целом, забив на то, что активные маршруты игроков будут пролегать вообще не по окружным трассам. При этом всем крафт на обычных факторках даже и не выглядит как что-то время затратное. Второе. Бесцельная долбильня на фронте. Импакта она никакого не приносит, но можно позалипать, постреляв в человечка в форме другого цвета. Третье. Целенаправленная долбильня. В целом это единственный способ толкать линию фронта через концентрацию артиллерии, плюс регулярную постройку и логистику. Обычно производится кланами и практически невозможно устроить усилиями рандомов. Стройка. Не хочу тратить много времени на эту подтему, поэтому давайте тезисно. Изначально стройка в Фоксхолле это инструмент, чтобы не давать врагу ходить там, где ему захочется. Второе. Реалии игры вынуждают делать базы каждые 150 игровых метров, просто чтобы продвигаться вперед. Большого навыка для строительства не требуется для создания достаточно хороших укреплений, да и в целом и раньше не особо требовалось. После апдейтов бункерные базы могут строить даже одноклеточные создания. На данный момент можно построить абсолютно неприступные крепости в чистом поле из-за новых правил постройки бункерных баз. При этом вилки вместо странных, но элегантных стали мерзотно-ублюдочными. Процесс постройки долгий, нудный, скучный, безинтересный. Необходимость постоянно саплаить постройки убивает и становится второй работой. Пятое. Facility, они же заводы. В момент добавления в игру механа Facility я принимал его оптимистично. И в числе первых пытался реализовать какие-то идеи для снабжения клана, в котором состоял. Спустя короткое время становится понятно, что весь механ Facility это куча плохих геймдизайнерских решений, из-за которых для игроков это опять становится второй работой с бесконечным гриндом. По сути, отдельные опции техники или гейм-опции строго лочатся на кланы, и для малых групп игроков становится просто невозможно их получить. Короткий такой подыток. Реализация идеи заводов, которые строятся игроками, не выдержала проверки и должна быть просто снесена из игры. В данный момент это один из основных факторов угасания Фоксхолла. Шестой номер. QRF. Очень нишевая активность, зависит от активности вражеских партизан. В целом очень полезно, немного нервно. Активность на любителя. Партизанство. Как альтернатива. Единственная активность, где вот это соотношение 1 к 50 по геймплею оправдан, потому что вот этот вот 50 занимает разведка,
И оставшиеся вот этот 2%, одна часть, как раз выходит на активные действия. При этом сама активность остается довольно фановой. На данный момент она очень сильно ограничивается разработчиками через ландшафт и отдельные механики игры. Особые активности. Отдельно я выделю две активности, которые практически не имеют смысла в данный момент игры. Переработка. Под этим я подразумеваю скорее английское слово recycling, более полно передающее смысл. Относится в данный момент это только к выносу тяжело раненых с поля боя ради пары рубашек и сбор врекеджей на карте ради армат. Вторая особая активность – поиск так называемых lore pieces, то бишь интерактивных объектов на картах, описывающих те или иные особенности игровой вселенной. Это было невероятно увлекательно в тот момент, когда еще не все места или объекты были обнаружены игроками и не были где-то записаны. Особенно мне помнится поиск статуй, являвшихся тизером к Энвилу, ибо это был такой мини-квест, в котором надо было пронести небольшой камушек между статуями в строго определенном порядке. Ведь камушек изменялся, и как и менялась загадка на нем, которая якобы подсказывала, где находится следующая часть квеста. На данный момент эта активность полностью мертва. Все lore pieces давно найдены. Существует даже целая вики, посвященная им. Новые объекты не добавляются, точнее не добавлялись уже давно. Последний это был Stick and Shelf, добавление вот этого огромного корабля, но там все точки интереса находятся в одном месте. При этом, вдобавок, старые объекты иногда даже удаляются. Вынужден признать, что такие археологические поиски были самой азартной, самой времязатратной, самой утомительной, но при этом самой интересной частью игры. Ведь ты искал кусочки информации о вселенной игры, пытаясь составить хоть какое-то общее представление о том, что происходит вокруг. Самое главное, а почему это было азартно-то? Потому что при таких поисках самый главный интерес был в том, чтобы найти первым то, что еще никем другим не было найдено. По итогу таких поисков могу сказать, что, к сожалению, это были довольно одномерные поиски. В том смысле, что lore pieces, наверное, кроме одного случая, просто лежат, и ты как бы можешь их изучить. Этот единственный случай, где это не так, это вот ключик, и нужно найти ящик, к которому он подходит, но этот ящичек находится, если не ошибаюсь, в той же самой комнате, где этот ключ лежит, к сожалению. И вот других таких двумерных квестов-то и нет. Труднее и глобальнее, наверное, только квест со статуей и камнем, потому что там надо аж 6 точек посетить, а они разбросаны по всей карте. Просто приведу такой пример. Уже довольно давно в игре есть вот такая вот база контрабандиста в виде старого заброшенного форта, где лежит кейс с запиской, в которой написано, что контрабандист очень хочет особого вяленого мяса и готов за него дать какой-то там редкий табак. На другом конце карты есть несколько мест, где можно достать именно такое мясо, спрятанное в полые книги. И если вот попытаться сопоставить 2 и 2, то получается... Все это звучит как интересный квест, да ведь? То есть, как бы, звучит, будто бы игрок может выполнить очень сложный и опасный маневр через всю карту, да? Ради получения какой-то небольшой ерунды. Ну, звучит, как бы, очень интересно на самом деле. По крайней мере, в тот момент, когда я вот это находил, звучало интересно. Так вот, я позвал друга, мы сходили, набрали вот этих книг с мясом и приперлись на этот форт контрабандистов. Ну и в общем это не работает. Мясо нигде там нельзя оставить, никуда нельзя приткнуть. Взаимодействия между этими двумя объектами нет. Собственно, к чему все это? Как вы можете видеть, из всех активностей сколько-нибудь фановыми может быть только игра с кланом. Причем фановая она будет, если вы будете не на вспомогательных ролях. Партизанство и QRF. Причем каждая из этих активностей будет включать в себя долгие логистические переходы и ожидания. А остальные активности это по своей сути просто безинтересный гринд. Вспомните, вот, когда в последний раз вы вступали в бой или пользовались танком, сколько времени вы тратите на подготовку, сбор, переход и сколько времени на сами активные действия и бой. Вот и ответ, почему мне кажется, что соотношение именно 1 к 50. Что бы вы сделали, если в вашей игре было оружие, которое эффективно в руках малой группы игроков и при этом сверхэффективно в руках толпы? Решение Siege Camp в данном случае в тотальном нерфе такого оружия, вплоть до его бесполезности. Как закономерный итог постоянного прибегания к этому методу в течение нескольких лет, игра страдает от того, что сейчас необходимо иметь много людей, чтобы делать эффективные действия.
Для одиночек и малых групп игроков практически нет активностей, в которых они способны приносить пользу своей фракции. Кроме партизанства и логистики. Но кто в здравом уме будет заниматься логистикой? Небольшое дополнение. Теперь жизнь логиста будет еще более жалкой, так как теперь его еще и с неба могут подстрелить. Ну вот вы и спросите, так, ну и что? Проблемы есть, ладно, игроки о них сигнализируют, ну, хорошо. Дальше-то что? А дело-то вот в чем. Онлайн игры стремительно падает. Люди заходят поиграть только на крупные апдейты и, столкнувшись со старыми проблемами, очереди, проблемы с соединением, занудность геймплея, они уходят, так как при добавлении новых фич старые проблемы не решаются, а зачастую только усугубляются. И вот мое предложение, что Сишкем в теории могли бы сделать, чтобы хорошенько встряхнуть игру, разбив старую мету и дав игрокам снова то самое чувство неопределенности, которое есть у новичков. Предупреждаю. Далее будет куча фантазии на тему «А что если?». Скорее всего на уровне письма паренька, который 2 года ждал эту игру. В первую очередь нужно убрать фасилити из игры. Задумка не сработала. В данный момент является предметом вечных конфликтов между кланами, является причиной выгорания игроков и усугубляет проблему одиночки. Чем в более полной мере будет произведен уход от концепции игрушечной войны, тем будет лучше для игры. Как уже говорилось, в основном это касается техники. Лучшим, наверное, решением будет, объединить подходы второй Red Orchestra и сквада. То есть сделать очень сильную зависимость техники от состояния ее модулей, особенно касается повреждения ходовой части, например. Также сделать невозможно ее полную починку без отвода в глубокий тыл на ремонт. То есть дать игрокам возможность поддерживать технику только на ходу без реальной починки модулей. При этом игроки должны всегда опасаться того, что попадание случайного снаряда может просто уничтожить танк сразу. Как это работает и в скваде, и в Red Orchestra. Дополнительно к этому основы техники точно уж должны оставаться, что в дальнейшем их либо уничтожали, либо эвакуировали с помощью кранов, чтобы достать оттуда хоть какие-то ресурсы. По поводу хасков техники. Это довольно очевидная механика, но они додумались первым делом это добавить для самолетов. В целом, было бы уже круто, если техника стала более смертоносной. В данном случае, наверное, хорошим решением будет именно увеличение дальности. То есть уже есть возможность использовать снайперские винтовки вот с их вот этим долгим сведением. Почему бы не сделать аналогично с танком? Но при этом техника должна становиться более уязвимой. То есть свести все к простому концепту. Больше дальность стрельбы, меньше подвижность, большая уязвимость модулей. Стоимость одного солдата измеряется несколькими бэматами. Ввиду этого госпитали в игре бесполезны, а самый эффективный способ уничтожить танк – это закидать его стиками. Но стоит каким-либо образом все-таки увеличить стоимость производства одного солдата, причем, наверное, до неприличия. Либо создать лимит доступных потерь, который будет сколько-то увеличиваться каждые реальные сутки и частично зависеть от количества захваченных регионов. С превышением этого уровня дать штраф, например, в виде более долгого респауна. При этом дать возможность снижать этот уровень потерь с помощью укладывания тяжело раненых солдат в госпитале до полного выздоровления. И вместо бесполезных рубашек снижать потери. И вот, когда пункты про ценность жизни солдата и технику сказаны, я хотел бы сказать как раз про вот это появление новой, полезной активности – ресайклинг или переработка. Когда подбор и вынос тяжело раненых будет иметь смысл, эвакуация хасков техники с последующим разбором при этом по умолчанию будет полезна. В игре про войну пехоты, танков, а ныне и самолетов Сичкем старательно заставляют часть игроков быть на вспомогательных ролях. Кто-то обязан заниматься подвозом снарядов, кто-то обязан заряжать их, кто-то обязан быть корректировщиком. И только один будет тыркать перезарядку и стрельбу. Из этих 4 игроков только 2 интересно играть. Корректировщику, потому что его задача самая важная и сложная. И стрелку, который фармит себе урон в статистику и технически стреляет. Но в этом случае мне сложно придумать, что из этого можно было бы сделать интереснее. Но, например, есть батл-танки, в которых из экипажа есть водитель, пулеметчик, командир, наводчик и инженер. Как вы уже поняли, реальным геймплеем заняты только 4. Инженер занимается перезарядкой и починкой танка изнутри. Вопрос, а действительно ли роль инженера нужна? Это исключительно безинтересная и нелепая роль, которой просто не должно быть. Достаточно просто увеличить время перезарядки и не иметь возможности чиниться по пути, чем плодить бесполезную роль. Продолжение. В грядущем обновлении также нас ждут самолеты-бомбардировщики, в которых требуется наличие отдельного члена команды для сброса бомб, что точно так же является полной нелепицей, просто потому что за сброс бомб должен быть ответственен пилот. На данный момент в логистике действует принцип
Делай очень много, жди долго, получай немного. Это касается и добычи ресурсов, и крафтов, и логистики. И этот принцип явно должен быть изменен в сторону принципа «делай немного, жди долго, получай много и при этом оставляй часть на паблике против своей воли», где каждый игрок, тратя не так много времени, будет носить в публичную логистику хороший вклад. На данный момент в игре есть механика погоды, но ее эффект на данный момент до смешного незначителен. В связи с этим, в первую очередь, зимы снова должны стать очень холодными и должны получить обратный эффект замораживания всего живого без защиты, какое оно имело на релизе. И это было очень круто. Люди в открытой технике, да и сама техника должны замерзать, иначе в самом эффекте холода просто нет смысла, как сейчас. Вообще в игре как бы есть время, есть дни, то есть в теории можно было бы привязать погоду к календарю, так как войны длятся по несколько игровых лет, можно было бы сделать так, что время разделено на сезоны. В соответствии со своим сезоном на всей карте происходит та или иная погода. Где-то больше, где-то меньше, но, по крайней мере, равномерно на всей карте. Может быть, один из главных моментов, что, наверное, было бы хорошей идеей дать игрокам возможность кастомизировать свою технику. То есть внести в игру не столько новый игровой цикл, сколько новый алгоритм производства. Кроме наличия стандартных вот этих вариаций техники в гаражах, которую можно делать, стоит позволить игрокам производить различные ходовые части на факторках или масс-продакшн факторках. При этом у игроков должна быть возможность крепить к ним самые разные орудия. При этом, естественно, ограничить то, на какие ходовые, какое орудие можно поставить. Так можно будет добавить уже несколько новых типов техники, наверное, самых странных вариантов. И уже после этого вдобавок иметь возможность игрокам поставить несколько дополнительных опций в зависимости от типа ходовой. Да, на словах это должно звучать непонятно, поэтому я вот подготовил вот такую картиночку, такую инфографику. Вот мы, например, имеем ходовую часть от Галлахера, которая условно имеет неплохую подвижность, может ускоряться, но не имеет хорошей брони. Затем у нас есть разные орудия, которые мы бы могли поставить туда, и они будут диктовать внешний вид. Возьмем, например, 40-мм, 68-мм, которые также можно производить отдельно на МПФ или констракшн ярдах. При установке 40-мм орудия мы получим стандартный Галлахер. При установке 68-мм мы бы могли в теории получить условную самоходку с фиксированной рубкой и со сниженной скоростью, например. Звучит уже неплохо, правда ведь? А теперь добавьте вот сюда возможность навесить еще сверху пару модулей, которые можно там производить. То есть, например, всякие бронеюбки, дополнительные пулеметы, турборежимы для двигателя, закрытую рубку, да, для техники с открытой, дополнительные листы брони, огнеметы и другие, короче, прикольные вещи для кастомизации. Самый главный пункт. Мир должен быть уменьшен. Это требуется как, во-первых, для оптимизации, так и, во-вторых, для создания более плотных и насыщенных локаций. Более крупных и плотно застроенных городов, лесов, деревень, меньше пространства, больше объектов, больше игроков. Все просто. Строительство тоже как-то надо бы переработать. При как бы общей ублюдочности пилбоксов и бункеров стоит прийти к более эстетически привлекательным и при этом более эффективным фортификациям. Но при этом уменьшить их максимальное количество. Самое логичное решение – это ограниченное количество огневых точек, которые вообще можно построить, и при этом заставить игроков пополнять их патронами и снарядами. В качестве концепта возьмем вот такие бункеры с противотанковыми орудиями, вот такие пулеметные огневые точки, ну, например. Причем, что самое интересное, ограничение имеет смысл вводить только на базы, построенные игроками. А вот в области городов имеет смысл не давать такое ограничение и позволить возводить столько укреплений, сколько вздумается. Главная идея в том, чтобы превратить строительство не в нудное долбление молоточком, а все-таки в сложную логистическую и тактическую задачу, где строителю требуется, во-первых, решить, куда именно он хочет поставить укрепления, которых у него ограничено, и при этом оперативно подвести и установить самые разные орудия и части бункеров, а также просаплать их нужными расходниками. Параллельно все же стоит заменить простую долбежку молотком и укладывание мешков бетона, какой-то мини-игрой. Вдобавок к этому, с уплотнением городов можно добавить самый шик. Во-первых, разделить эти города на районы, которые развиваются отдельно, и захватывать нужно каждый отдельный район. Так, во-первых, будет решена проблема респауна и повышенная динамика битв за города. А во-вторых, стоило бы дать игрокам возможность укреплять любой гарнизонный домик, улучшая его, добавляя новые огневые точки и кастомизируя их вооружение.
Я, конечно, ничего такого не хочу сказать, но было бы неплохо, если... Ну это ладно, это так. Концепт в идеале, не суть важно. Ближний бой на данный момент в игре убит разрабами и должен быть переработан. Траты стамины на удары сумасшедшие. Даже самый сильный, простите, пользователь Скайнета, который в руках ничего тяжелее члена своего парня не держал, способен помахать дубинкой в десятки раз больше, чем способны солдатики в Фоксхолле. Вдобавок, сеттинг Первой мировой и Интербеллум обязан иметь полный набор самого разного оружия ближнего боя. Как минимум, почему бы лопатам, молоткам и кувалдам не добавить мили-мод? Газ снова должен стать смертоносным оружием. Но его использование должно проводиться не с помощью странных ручных гранат, а чем-нибудь по типу снарядов, бомб. Может быть, переносные цистерны, с помощью которых можно пускать ядовитый газ по направлению ветра. Ну или просто подрывать их. Кроме того, хочется заметить, что Naval Update был полным провалом и исключительно LARP апдейта. В целом, можно было бы это немного подправить. То есть добавить малые подлодки с маленьким экипажем, ганботы корабли уменьшить, при этом сделать их хоть сколько-то эффективными из крупных кораблей. Впрочем, всякую супертехнику по типу дредноутов можно все же, наверное, залочить за рар-матами, оставив их только для крупных кланов. Но опять же, это не поможет, если в море просто нет объектов, за которые игроки хотели бы сражаться. Было бы неплохо иметь в игре небольшие тягачи для орудий, было бы неплохо пересадить вот эти вот орудия на колеса для подцепления к тягачам и грузовикам. Благо, ИРЛ уже довольно много есть интересных, забавных дизайнов. В игре уже однажды было разделение на фугасные бронебойные снаряды. Понятно, по какой причине это разделение было убрано, но может быть все-таки обратно вернуться к этому. Логистика должна стать в первую очередь публичной, превращая часть переработанных ресурсов в публичные материалы, не только в личную копилку игроку. Часть ящиков снаряжения выкидывать в паблик автоматически в виде бонуса к произведенному, и так далее. Несмотря на истерию и паранойю по теме альтоводства и читерства, ведь даже пока я снимал футажи для этого видео, на меня успел наехать какой-то парниша просто за то, что я пробежал его базу насквозь. Жаль, конечно, что я не записал, но запись чата осталась. Все же известно, что вполне определенные стороны, вполне определенные игроки пользуются софтом, за которых их джентльменов можно как бы и попустить. Однозначно стоит просто убрать карты Тимми, игра в качестве не потеряет от этого. Для раскрытия вселенной стоило бы добавить больше секретных мест, в которых будут всякие артефакты прошлого, записки, следы работы, там местных лунарных культов, например, да. Тема-то очень интересная. А самое главное, нужны сложные и неочевидные квесты по добыче особо интересных кусков флора. Дайте вот игрокам снова побыть археологами и детективами. Наверное, самым простым способом убрать сверхэффективность ручных гранатометов и базук будет добавление неуправляемости снаряда, который будет кидать из стороны в сторону, после чего стрельба с предельной дистанции из этих орудий будет неэффективна. Как мне кажется, это отличный способ забалансить и базуки колонистов, и катлер варденов. Как мне кажется, в данный момент в игре не хватает дополнительного исхода войн ничьей. В тот момент, когда игра просто превращается в закидывание города друг друга ядерными бомбами. Ну, например, каждая сторона запустит там по 3 ракеты. После этого можно объявлять ничью и переходить к следующей войне. Мины тоже требуют переработку. Статичные минные поля вот точно должны быть убраны из игры. Они и выглядят отвратительно, и раздражают слишком сильно всех. С другой стороны, можно было добавить возможность сделать невидимые мины, закапывая их. Ну, например, сделать это только для противопехотных мин. Как дополнение, можно было бы добавить инструменты для быстрого минирования и быстрого разминирования. Может быть, стоило закончить видео на предыдущем разделе, но есть еще одна мысль, которую я хотел бы сказать. Общая стилистика игры как бы сильно привлекает. Хотя, вот если посмотреть глубже, я поначалу очень долго думал, какой исторический период и какие государства были взяты за основу конфликта внутри игры. Потому что по своей сути было очень много интересных, но отвлекающих моментов. И огромная стена, булварк, и то, что замес между некой Северной и Южной империей, например. Да еще и война между ними подается не как тотальная война с гонкой вооружений, как в виде Первой мировой, а как куча просто пограничных конфликтов, множество войн. Исходя из этого, сначала на ум пришли греко-персидские войны.
но это не сильно подходило по духу тех войн. Все же не похоже, чтобы одна из фракций сильно превосходила другую по военной мысли. Может быть, за основу был взят конфликт между Российской и Шведской империями? Ну, нет, не подходит. Может быть, Первая мировая? Противостояние Германии и Франции? Австро-Венгрии, Италии, Российской империи против Австро-Венгрии и Германии? Нет, все не то. А потом я так, подождите, это что такое? Вардены раньше были кучей племен, которых объединил Калахан, а Южная империя имеет основную стилистику Средиземноморья, и при этом снаряжение очень похоже на североамериканскую снарягу. И да, то есть это опять в очередной раз за основу взята Римская империя и ее сражение с северными варварами, которая как раз характеризовалась множественными пограничными конфликтами и небольшими походами. По крайней мере, мы знаем, кто в конце концов должен одержать победу в этом противостоянии. Ладно, давайте сменим тему. По своей сути, дизайн техники, вооружения, снаряжения держится вот на очень тонкой грани между лютым дизельпанком и приземленной реальностью. Хотя даже в этой реальности сейчас, ну и тогда и сейчас полно абсолютно гримдарковых вариантов. Каждый дизайн это такая химера из дизайнов реальной техники или вооружения. В основном, конечно, речь про северную часть Евразии и Северную Америку. Проблемой такого подхода к дизайну является боязнь выкрутить дизельпанк на максимум, ограничиваясь крайне странными, в плохом смысле этого слова, дизайнами. Попытки уйти в дизельпанк были исключительно экспериментальными. Реликтовая техника, шагоходы на Dead Harvest. А эти дизайны, в общем-то, крутые. Почему же Сиджкемп не идут дальше? Сложно сказать. Ну, может быть, сказать все-таки сложно, но я попробую высказать мысль, которая лежит на поверхности. Не знаю, как вы, но мне бы, наверное, хотелось видеть более дизельпанковый и более гримдарковый Фоксхолл. Ну, может быть, вот не настолько гримдарковый, как тут. Скорее, больше вкраплений сумрачного инженерного гения, да? Более помятые, более безумные дизайны, но при этом правдоподобные. Не как вархаммерские вот эти детские дизайны в виде там треугольных танчиков и прочего. Больше солярной символики местной религии, больше крутых дизайнов, модификации техники. Приведение городов к городам-крепостям. Не только надводные дредноуты, но еще и наземные дредноуты. Об Airborne. Кратко. Появляется новая активность, пилотирование. Насколько это перевернет игру, неизвестно. Посмотрим. Отсутствие ИИшного ПВО будет колоссальной проблемой. При лоу-поп и у фракции будет причиной хейта, нытья и выгорания игроков. Новые гиксы и еще большее разуплотнение пространства будут только усугублять проблемы, которые я озвучил в видео до этого. Еще больше фасилити дрочев, еще больше объектов, залоченных для кланов. Это плохо. Напоследок. Будет ли Сиджкемп менять проблемы ядра игры? Конечно же нет. Ничего никогда не произойдет. Поэтому будьте счастливы. Творите, любите. До встречи.